Считаете ли вы, что лучшая жизнь ждет только в будущем? Что вы сейчас не можете позволить себе то, о чем мечтали, потому что еще не время? Но вот когда закончится учеба, я получу повышение, я куплю квартиру, и тогда начнется настоящая жизнь. Если подобные слова вам знакомы, то это видео может оказаться для вас полезным, потому что сегодня мы поговорим про синдром отложенной жизни. Меня зовут Алена Добрачева, я практикующий психолог, и давайте копнем в эту тему поглубже. Что такое синдром отложенной жизни? Это когда человек убежден, то, что настоящая жизнь начнется потом. Сейчас это подготовка, ожидание, терпение, а вот счастье, радость, удовольствие – это будет потом, когда будут достигнуты какие-то определенные цели. Но часто такое бывает, что после этих целей появляются какие-то другие цели, и все потом откладывается, и, к сожалению, никогда не наступает. И прежде чем разобраться, откуда берется синдром отложенной жизни и что с этим можно сделать, разберем одну очень интересную ловушку, в которую часто, к сожалению, многие попадают. Это так называемый культ продуктивности и успешного успеха. Ни для кого не секрет, все знают, что это такое, что мы сейчас живем в то время, когда вовсю говорят то, что мы должны быть лучшей версией себя, мы должны постоянно развиваться. И вроде бы это классно, прикольно, потому что если берем даже пирамиду потребностей Маслоу, самореализация человека находится на высшей ступени. Но какой здесь интересный есть момент, важно здесь понимать разницу. Синдром отложенной жизни – это когда мы откладываем свои искренние желания, значимые для нас моменты, потому что нам страшно, потому что мы не уверены в себе, потому что у нас есть какие-то негативные установки. Но если мы что-то не делаем только потому, что для нас это просто не ценно, это другое. Кто-то предпочитает активный отдых, а кто-то просмотр сериалов. Кто-то хочет развиваться в карьере и добиться какого-то высокого положения, а кого-то устраивает то место, та позиция, которую он занимает. И это совершенно нормально. Не каждому нужно быть миллионером, постоянно путешествовать, постоянно развиваться, и это нормально. Поэтому не попадайте в ловушку культа продуктивности и искренне ответьте себе на вопрос. Это то, что я хочу? Если да, то да, это другой разговор. А если это что-то навязанное, и вы действительно не хотите всего этого, и считаете то, что вы откладываете свою жизнь, то это совершенно иное. Но давайте тогда вот все равно сейчас, вот мы говорим про синдром отложенной жизни, вернемся к нему. Итак, как понять, что вообще у нас синдром отложенной жизни? Какие здесь главные признаки? Первое – это ощущение временности текущего состояния. Жизнь воспринимается как подготовка к чему-то большему и значимому в будущем. А сейчас это не настоящая жизнь. Сейчас это переходный этап, какой-то период. Но жизнь сейчас, она не настоящая. И, конечно же, это не так, потому что единственная жизнь, которая есть, это то, что происходит здесь и сейчас, а будущее – это то, что не находится в зоне нашего контроля, к сожалению и к счастью. Второй признак синдрома отложенной жизни – это откладывание удовольствия. Я поеду в отпуск после того, как получу повышение. Я встречусь с друзьями после того, как я решу все свои проблемы. То есть человек откладывает наслаждение настоящим, он в него вообще даже полностью не включен. Настоящее для него вообще не существует, и он постоянно откладывает какой-то отдых, какие-то свои удовольствия, что может его радовать на будущее, но вопрос, настанет ли это. Третья причина – идеализация будущего и нереалистичные ожидания. Вообще идеализация будущего такая очень интересная тема, потому что при синдроме отложенной жизни обычно мы можем считать то, что вот в будущем будут какие-то такие очень хорошие условия, и тогда все заиграет новыми красками. Это отлично, если действительно так будет, но, к сожалению, часто так не происходит. И также нереалистичное ожидание, обычно все, что связано с идеализацией такого будущего, границы очень размазаны. Или границы размазаны, или то, что мы хотим, очень сложно осуществить. Это возможно, надеюсь, что возможно, иногда бывает то, что невозможно, к сожалению, но нужно прилагать очень много усилий, и это потребует очень много времени. И тут вопрос, готовы ли вы этим жертвовать? Готовы ли вы идти на подобное и лишать себя того, что вы сейчас настоящем имеете?
И четвертый признак– это чувство нереализованности. Это ощущение, то, что жизнь, она какая-то ненастоящая. И очень грустный здесь момент, то, что когда мы смотрим назад, если у нас синдром отложенной жизни, мы понимаем, что нам-то вспомнить-то нечего. Не было ничего такого запоминающегося, не было ничего хорошего. Возможно, оно было, но просто это или обесценивалось, или действительно ничего подобного не было. И это очень грустно. И если вы узнали у себя хотя бы два-три пункта, то да, скорее всего, у вас есть синдром отложенной жизни. И что мне лично кажется здесь очень грустно, это то, что если у нас синдром отложенной жизни, мы часто себя ограничиваем в наших потребностях, ограничиваем в своих желаниях. Мы можем находиться на нелюбимой работе, в токсичном коллективе, в каких-то токсичных отношениях, потому что мы ожидаем, что потом все изменится, что станет лучше, но это отлично, если действительно это так происходит. Но, скорее всего, все-таки, если это синдром отложенной жизни, ваша жизнь в ваших руках. И тоже здесь важный пункт, откуда берется синдром отложенной жизни, почему у нас вообще такое возникает. Разберемся в причинах. И первое– это перфекционизм. Когда будет идеально, тогда и что-то там настанет. Перфекционизм очень часто, не очень часто, а часто взаимосвязан с прокрастинацией, потому что пока не будет идеально, мы, конечно же, не будем ничего делать. Поэтому пока вот не настанет этого идеального момента, мы будем откладывать свою жизнь. Но вопрос, настанет ли он. Вторая причина– это неуверенность в себе. Я не смогу, у меня не получится, я недостаточно хорош для этого. Когда внутри живет сомнение в своих силах, то легче откладывать, чем пробовать, потому что мы не уверены в себе, мы не уверены в том, что мы можем с этим справиться. Часто это, конечно же, не объективная история, если мы тем более говорим про неуверенность в себе, но все же человеку сложно на такое решиться часто, поэтому ему проще откладывать свою лучшую жизнь на какой-то потом, который еще, возможно, и не настанет, и, возможно, он внутри это понимает, но так себя убеждает. Третья причина– это страхи. Страх потери, изменений, ошибок и успеха. Вот если про потери, изменения, ошибок вы, возможно, много что слышали, то про успех говорят реже, но сейчас стали хотя бы почаще об этом говорить, потому что это очень интересный страх. И если вам подобная тема интересна тоже, то я с удовольствием сниму отдельное видео на данную тему. Ну вот что сейчас могу пока что так вот обобщенно сказать про страх успеха. Страх успеха– это страх от последствий успеха. Мы боимся после того, как мы добьемся каких-то определенных высот, от нас могут отвернуться люди, нас могут сместить с нашего места, потому что другие увидят то, что мы его как-то незаслуженно занимаем, да, синдром самозванца, то, что нас будут критиковать. Поэтому часто он не так сильно осознается, как страх, опять же, ошибок, потери, изменений. Очень интересная вещь, поэтому хочу даже что-то, да, снять отдельно на эту тему. Ну, давайте тогда пойдем дальше. И пятая причина, точнее четвертая, это семейные сценарии и установки. Сначала учись, потом погуляешь, сначала поработай, потом отдохнешь. Удовольствие– это награда за труд. Я думаю, многие из вас слышали подобное в детстве. Грустно, если вы слышите это до сих пор. Но да, это такие семейные сценарии, часто свойственные людям советского поколения. Вообще синдром отложенной жизни, если вы изучали эту тему, это как раз вся история про эти все сервизики, которые ждут своего идеального момента. Это какое-то приданое, которое собирается для девушек. Это было связано с социально-экономическими условиями советского поколения, но сейчас это другая тема, сейчас другое время. У нас есть, да, свои особенности, своя неопределенность, но все же это другое. Но подобные сценарии, подобные установки, к сожалению, могли перейти к нам в настоящее. Мы просто их слышали в детстве от нашей семьи, от нашего окружения, от, не знаю, даже по телевизору могли что-то подобное смотреть. И считаем то, что это норма, то, что я действительно так хочу жить, но вопрос, хотите ли вы так жить.
Мы разобрали признаки, разобрали причины, а что со всем этим, собственно, делать? Как преодолеть синдром отложенной жизни? Я решила выделить такие два направления, потому что, конечно, как обычно, мы смотрим причины, работаем с ними, и эти два направления как раз вот выходят из причин. Это что можно сделать? Помощь. Первое, конечно же, начните замечать настоящее. Все банально, все понятно, это вернуться в момент здесь и сейчас, потому что единственная жизнь, которая есть, она находится здесь в моменте. Подумайте о том, что хорошего вы уже имеете в своем настоящем. Возможно, это ваше окружение, возможно, ваши какие-то достижения, возможно, это какой-то определенный момент, просто момент какого-то счастья, радости. Что хорошего вы имеете в настоящем? Поначалу это, возможно, будет сложно отмечать, потому что есть у вас синдром отложенной жизни, вы привыкли больше ориентироваться в будущее, а в настоящем видеть все ужасное и негативное. Поэтому здесь нужно прилагать усилия, но это того стоит, потому что вы наконец-таки начнете по-другому ощущать свою нынешнюю жизнь и быть побольше довольным, потому что ничего, конечно, не обещаю, но, по крайней мере, настроение поднимется точно. И второй пункт – это разрешить себе радость без условий. Не когда я достигну чего-то, а сейчас. Если я хочу что-то купить, я могу себе это купить. Если я хочу устроить себе выходной, отпуск съездить, встретиться с друзьями, посетить какое-то классное место, не ждите время идеального для получения удовольствия, для отдыха, для того, чтобы просто себя порадовать. Потому что опыт показывает, что чаще всего мы переживаем по поводу того, что мы что-то не сделали в прошлом, что мы что-то кому-то не сказали, что мы упустили какую-то возможность, и об этом мы можем сожалеть в настоящем. А представляете, когда у вас синдром отложенной жизни, то, скорее всего, таких моментов очень много. И решите для себя, хотите ли вы потом, через, возможно, не обязательно сейчас, а через несколько лет переживать, что вы себя чего-то лишали. Причем это не означает, что вы должны забросить все свои цели, все свои желания, амбиции. Нет, это означает, что не ставьте свою жизнь на паузу, потому что жизнь находится, и мне кажется, миллиарды раз сегодня сказала это, но это так, в настоящем моменте, здесь и сейчас. И что вы для себя хотите? Все-таки наслаждаться настоящим, или больше фокусироваться на будущее, которое находится вне зоны нашего контроля, во-первых. Во-вторых, еще не наступило. Надеюсь, что такое небольшое видео оказалось для вас полезным. И если вы хотите разобрать какую-то другую тему, то обязательно пишите в комментариях. И до встречи в следующем видео. Удачи!